Так сколько же XRP нужно, чтобы стать миллионером? Сколько XRP может сделать вас миллионером в ходе грядущего бычьего рынка? Слушайте, XRP — это очень интересная криптовалюта из всех споров и крайностей с обеих сторон. С одной стороны, у нас Moon Army, или XRP Army, которая говорит, что XRP поднимется до 10 тысяч, 25 тысяч и 40 тысяч и так далее. А с другой стороны, у нас медведи, абсолютные медведи, которые считают, что XRP упадет до нуля. Так сколько же XRP, по моему мнению, вам нужно, чтобы стать миллионером? Вы на канале Crypto.ru, канале крупнейшего ресурса о криптовалюте в Рунете. И мы перевели для вас видео с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает, сколько нужно XRP, чтобы стать миллионером. Не переключайтесь. Перед тем, как мы продолжим, лайк, подписка, колокольчик, спасибо. Давайте серьезно. Я много говорил по поводу XRP. О том, как лунные мальчики перегибают палку, заявляя, что она поднимется слишком высоко. Они неправильно интерпретируют новости, которые читают. Да, есть партнерские отношения, есть разные новости, но математика не совсем верна. Большая часть новостей не такая, как вы думаете. Не понимая фундаментальных основ и того, как работает экономика, вы переоцениваете рост стоимости XRP. Однако я не медведь. Я считаю, что XRP может добиться хороших результатов при соблюдении некоторых условий. И я думаю, что так, скорее всего, и будет. Какой же ценовой диапазон я рассматриваю для этого бычьего рынка? Какой диапазон может сделать вас миллионером? Да, я заявляю, что это возможно. В этом ролике я не хочу подробно говорить о партнерских отношениях, о новостях и о том, что я о них думаю, какие верны, а какие неверно истолкованные. Я уже снял несколько роликов. Если интересно, то их список в описании к этому видео. Но давайте поговорим о сценарии, при котором XRP преуспевает. Каков диапазон цен? Сколько монет вам нужно, чтобы стать миллионером? Каков план действий, если дела пойдут не по этому сценарию? Дам вам небольшой контекст моих взаимоотношений с XRP. Я, купив XRP в 2017 году, продал ее на максимумах и на пути к падению, пока люди все еще пытались ее купить. Я держал небольшую сумму на медвежьем рынке, как я делаю со всеми криптовалютами. Когда бычий рынок начал возвращаться, я увидел, что XRP не может пробить отметку в 72 цента. Она продолжила падать с этого уровня. Я также заметил странное ценовое движение и рекомендовал отказаться от XRP. Я продал все свои XRP. Потом SEC атаковала. Подал в суд на XRP или на Ripple за XRP. И это, вероятно, отражалось на графиках ранее. Плюс постоянный сброс XRP компании Ripple Foundation. Вы можете это отрицать, не верить в это. Но если посмотрите on-chain анализ, то увидите, что это так. Я сказал, что рассмотрение этого дела займет несколько лет. Люди не верили мне. Говорили, что я опоздаю на поезд, что биржи будут реалистами, что XRP взлетит. Этого так и не случилось. Произошло изменение, потом еще одно изменение, но этого так и не случилось. Ничто не повлияло на цену. Затем XRP выиграла дело. Частично выиграла. Все говорили, что уже слишком поздно, что она взлетит на Луну. Посмотрите, как растут цены. А я говорю, нет, они вновь упадут. И угадайте, что произошло. Я говорил, что цена упадет до $1, а она упала еще ниже. И с тех пор так и не поднялась выше $1. Так что все ваши переключатели ошибочные или не работают. Когда уже вы признаете, что были неправы? Короче, таковы мои взгляды на XRP. Какой цены она достигнет? Сколько нужно, чтобы стать миллионером? Потому что вы здесь за этим. Забудем про новости и все такое, потому что вы все равно мне не верите. Просто посмотрим на цену и поговорим о цене. Итак, вот мы на панели фактора. Сегодня мы смотрим на XRP. Прямо сейчас она стоит около 50 центов. Ок, 50 центов. Сейчас сопротивление находится на отметке около 72 центов, да чуть меньше $1. Скажем, 90 центов. С последнего накачивания, ок, такое сейчас сопротивление. XRP сейчас нужно преодолеть это сопротивление. И это вполне возможно. При удачных обстоятельствах у XRP не возникнет проблем с преодолением этого уровня. И если она его пробьет, то будет шанс достичь и преодолеть отметку в $3.80. Это рекорд XRP за все время, по крайней мере на некоторых биржах. Вопрос в том, преодолеет ли она этот исторический максимум. Я думаю, это возможно.
Я считаю, что это вполне вероятно. Что же произойдет, когда она достигнет этого небывалого максимума? Я рассчитываю на цену XRP от 4 до 7 долларов. Да, на гипербычьем рынке она может дойти и до 10 долларов, но просто скажем, от 4 до 7 долларов. Это мой прогноз. Именно в этот момент я бы начал фиксировать прибыль от XRP на всем пути вверх, держа небольшую сумму на случай, если она поднимется до 10 долларов и выше. И это будет пиком. После этого цена, скорее всего, снова упадет, и мы проведем несколько лет на медвежьем рынке, ожидая следующих действий и того, к чему они приведут. Так вот, сколько же вам нужно, чтобы получить 1 миллион долларов? Вот напишу здесь 1 миллион долларов. Если возьмем 5 долларов, среднее значение 5 долларов. Я не говорю, что цена дойдет до 5 долларов, просто послушайте дальше. Это очень важно. Если возьмем среднее значение 5 долларов, то сколько вам нужно, чтобы получить 1 миллион долларов? Это очень просто. Давайте спросим Siri. Эй, Siri, сколько будет 1 миллион долларов разделить на 5 долларов? Почему бы вам не спросить об этом Алексу? На самом деле ответ 200 тысяч долларов. Siri вела себя странно. Я вроде как люблю ее и Алексу, но ничего серьезного не было. Я все еще с Ладно, поговорим об этом в другой раз. Видео, которое вы смотрите, никем не проспонсировано, так что спонсором буду я сам. И если вы хотите поработать со мной индивидуально или ознакомиться с моими курсами, то ссылки на них находятся в описании к видео. Там же размещено несколько ценных бесплатных вебинаров специально для вас. Ставьте лайк и возвращаемся к видео, которое вы смотрите. В общем, вам нужно 200 тысяч токенов XRP, чтобы стать миллионером на грядущем бычьем рынке, если средняя цена составит 5 долларов. Послушайте дальше. Много людей скажет, что нужно больше, что нужно меньше. Просто сделаем кое-что и перейдем к этому, ок? Прямо сейчас вам нужно потратить 50 тысяч долларов, чтобы стать миллионером благодаря XRP, если она побьет свой рекорд стоимости и остановится на уровне 5 долларов. Если же она сумеет достичь 10 долларов, в чем я сомневаюсь, но если ей все же удастся достичь 10 долларов, то вам понадобится половина этой суммы. Другими словами, нужно потратить примерно 25 тысяч долларов на покупку XRP. Еще раз, цена может подняться выше этой отметки, а может и вовсе не подняться. Речь о том, сколько денег вам нужно сейчас, сегодня, по сегодняшней цене или около этого уровня, если вы желаете инвестировать только в XRP. Сколько вам нужно вложить? И я не утверждаю, что вам следует прямо сейчас вложить в XRP 25 или 50 тысяч долларов. Вовсе нет. Я бы не стал так делать. Я не думаю, что это хорошее соотношение риска и награды, особенно если это все ваши деньги. Тогда точно нет, ни в коем случае. Вы можете сказать: Пол, у меня нет ни 50 тысяч, ни 25 тысяч долларов на инвестиции. Есть только 2,5 или 5 тысяч долларов, чтобы инвестировать в XRP. И это нормально, это значительная сумма. Вы можете стать 1/10 частью миллионера в этом случае. Заработаете около 100 тысяч долларов, не имея много денег. 100 тысяч долларов – это серьезная сумма, которую действительно можно заработать. Даже 50 тысяч долларов – это огромная сумма денег. Вы сможете использовать эти деньги для инвестиций в другие активы. Я говорю не только о криптовалютах, но и об активах, бизнесах, погашении кредитов, погашении долгов и так далее. И это отличный шаг к тому, чтобы стать миллионером. Что касается людей, говорящих о том, что цена вырастет до 10 тысяч, до 25 тысяч, до 50 тысяч. Я считаю, что это чушь собачья. Я не думаю, что она поднимется до такого уровня. Вы можете оставить 10 XRP на случай, если она вырастет, и вы так станете миллионером. Но это не сработает, поскольку вам нужно будет постоянно держать 10 XRP в своем кошельке. Вы не сможете перевести эту сумму. Так что вам на самом деле надо 20 XRP. Но это довольно дешевая сумма XRP, чтобы присоединиться к тем, кто в комментариях кричит: Да, мы армия XRP, мы дойдем до 50 тысяч. Да, окей, ладно, держи 20 XRP. Удачи. Лично я инвестор и человек, который потратил много денег с помощью криптовалют. Сумму, в несколько раз превышающую мое состояние. Таково мое мнение. Так я работаю, так я мыслю. В заключение. Думаю ли я, что XRP должна быть частью вашего криптопортфолио во время этого бычьего забега? Да. Думаю ли я, что это единственная криптовалюта, которая должна быть в вашем портфолио или занимать его большую часть? Нет. Я так не думаю. Думаю ли я, что XRP достигнет отметки в 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч? Нет. Я так не думаю. У меня есть видео по этому поводу. Здесь не буду говорить подробно. Думаю ли я, что XRP упадет до нуля? Думаю ли я, что цена обвалится и вы потеряете свои вложения? Нет, я не думаю, что она упадет до нуля. Я думаю, что все будет очень хорошо. Так вот, если бы мне пришлось сделать ставку, от которой зависела бы моя жизнь,
поднимется ли XRP до 10 тысяч долларов или упадет до нуля, то что бы я выбрал? Каков из вариантов был бы мне ближе? Я бы выбрал 0. Вероятность и возможность того, что XRP упадет до нуля, выше, чем она вырастет до 10 тысяч долларов. Если вы не верите, если вы со мной не согласны, то, пожалуйста, посмотрите мои остальные видео. Мои длинные ролики про XRP. Если вы все еще не верите, то что ж. Я могу объяснить вам некоторые вещи, но не могу понять их за вас. Если вы хотите знать, какие еще криптовалюты должны держаться в вашем криптопортфолио, чтобы стать миллионером, посмотрите вот это видео. Не забудьте подписаться. Увидимся в следующем ролике. Друзья, вы посмотрели видео с канала The Crypto Factor, переведенного редакцией Crypto.ru на русский язык. Напишите в комментариях свои мысли по поводу XRP. Также смотрите оригинал видео на канале автора по ссылке в описании. Пока-пока.